Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами будем шить подкладку в сумочку. Я покажу очень простой вариант, с которым справится даже любой новичок, потому что здесь для пошива подкладки нам понадобится всего лишь две детали, два прямоугольника. Вот это для пошива самой подкладки, вот это выкройка у меня для кармашка. Данный вариант подкладки подойдет как для сумочек кроссбоди, как у меня, будем шить в эту сумочку, так и для любых шоперов. То есть для большинства сумочек, ну, кроме, например, круглой сумочки, это немножко другой вариант. Что нам понадобится для работы? Конечно же, сама сумочка. Мастер-класс на такую сумочку конечно есть у меня на канале. Машинка. Ссылку оставлю в описании под данным видео. Конечно же, сама подкладка. Я использую водоотталкиваемую ткань. То есть здесь кто что любит. Я больше за практичность. Поэтому у меня вот такой вот отрез ткани. Еще карманчик я буду делать на кнопочке. Понадобятся нам иголочки, ножницы, сантиметровая лента и флизелин, небольшой кусочек. Итак, сейчас расскажу, какие замеры необходимо снять. Изначально рассчитываем ширину вот этого прямоугольника. Для этого необходимо нашу сумочку. Взяли мы сумочку. Иголочкой ставим место, откуда мы будем замерять. Например, я вот отсюда, с уголочка. Да, и по всему периметру мы измеряем вот это вот расстояние. То есть вот таким вот образом. Смотрите, как я делаю. Дошла до уголочка, да, и вот так вот раскрывая все по всему периметру. Вот доходим сюда. У меня это расстояние получается 73 сантиметра. Я это расстояние делю на 2, получается 36,5. И потом к этой циферке 36,5 прибавляю по 1,5 сантиметра с одной и с другой стороны. То есть мы вот это все измерили, да, и вот это полотно, которое мы будем кроить, оно, вот этот прямоугольник, он будет сшиваться с одной и с другой стороны. Поэтому нам необходимо к этой полученной величине 36,5 сантиметров по 1,5 сантиметра с одной и с другой стороны для сшивания. Это будут у нас прибавки. Итого ширина нашего прямоугольника 39,5 сантиметров. Измерили. Далее, что мы с вами меряем, это глубину. Смотрите. То есть мы с вами намечаем, откуда, где мы будем пришивать нашу подкладку. Вот у меня она будет пришиваться, ну вот здесь, вот к этим вот перемычкам, да. И с другой стороны посмотрели, то есть здесь не к этим перемычкам, а вот немножко выше, чтобы оно как бы одинаково у меня было на одинаковом расстоянии. И смотрите, я вот так вот этих перемычек прикладываем сантиметр по донышку и идем к противоположной стороне. Идем. У меня это расстояние вот получается 32,5 сантиметра. Это как глубина, да? То есть смотрите, и плюс к этому параметру я прибавляю 4 сантиметра по 2 сантиметра с каждой стороны на подгибку этих краев. Итого у меня эта циферка получается 36,5 сантиметров. Это будет длина нашего прямоугольника. И еще очень важный параметр, это надо измерить дно самой сумочки. Смотрите, у меня дно получилось, я мерила, ну, грубо говоря, 6 сантиметров.
То есть я потом при пошиве уже самой подкладки покажу, как я измеряю дно и как я его формирую. Здесь я себе пометила, что донышко у меня 6 сантиметров. И еще краим один прямоугольничек, это у меня карманчик. То есть смотрите, ширина кармана у меня будет 17 сантиметров, плюс по 1 сантиметру с одной и с другой стороны это прибавки. То есть вот смотрите, это будет 19 сантиметров. И длина карманчика у меня будет 10 сантиметров. Опять же, плюс с одной и с другой стороны по сантиметру прибавок. Это 12 сантиметров. Но карманчик я буду кроить цельным полотном, потом его вот так вот складывать. Итого получается, что мы вот эти 12 сантиметров умножаем на 2. И длина моего прямоугольника 24 сантиметра. Все, то есть что нам для работы необходимо, это выкроить и вырезать вот таких 2 прямоугольника. Далее расскажу, что мы с ними делаем. Итак, у меня готовы 2 мои детали для пошива подкладки. Изначально мы работаем с карманчиком. Вот у нас одна такая цельная деталь, которая дальше будет складываться на половину. То есть вот по сути какой будет карман. Итак, еще я вам говорила про флизелин. Флизелин я вырезала такого же размера, какого размера будет мой карман. И вот так вот на изнаночную деталь, смотрите, флизелин с одной стороны гладкий, с другой стороны такой шершавый. И вот этой шершавой стороной я прикладываю вот так вот к половинке этой детали и прохожусь утюгом. Видите, флизелин приклеили утюгом. Теперь деталь вот так вот складываем. Флизелин должен получиться у нас внутри. И еще раз складываем, чтобы найти нашу серединку. Потому что так как у нас карманчик на кнопочке, сейчас я покажу, как я прикрепляю кнопочку. Вот наша серединка. Кнопочку я буду прикреплять именно с этой стороны, где у меня приклеен флизелин. То есть вы себе пометили, вот у нас середина, да, ну допустим, вот ваша кнопочка будет вот здесь. Так, у меня вот такие вот кнопочки. С обратной стороны, смотрите, когда мы ее закрепляем на ткань, с обратной стороны она вот такими вот штучками закрепляется. Смотрите, одна часть кнопочки потолще, другая потоньше. На кармашек я цепляю ту часть, которая потоньше. И делаем дырочки для вот этих скоб. У меня вот такой есть канцелярский ножик. Если у вас такого нет, пожалуйста, берите просто ножницы. И вот здесь мы делаем 2 отверстия и присоединяем нашу кнопочку. Сейчас покажу, что получилось. Итак, я сделала 2 отверстия. Это у меня лицевая сторона, не забываем. Вот сюда продевается наша кнопочка. С другой стороны мы берем вот эту нашу закрепку и плоскогубцами загибаем края. Итак, у меня готово. Кнопочку я прикрепила. Смотрите, закрепила края. Теперь складываем лицевой стороной вовнутрь. Вот так вот, да. И с обеих сторон прокладываем строчку в 1 сантиметр. Вот здесь внизу не трогаем. И вот с этой стороны. Итак, смотрите, проложила я 2 строчки с одной стороны и с другой стороны. В принципе, можно их сделать немножко меньше, то есть срезать чуть ближе к нашей строчке. Можно обработать зигзагом, либо на оверлоке, либо же, если ткань у вас не очень сильно сыпется, можно оставить и так. Выворачиваем на лицевую сторону и расскажу, что делаем далее. Так, смотрите, вывернула я свою деталь на лицевую сторону. Края вот здесь вот заутюжила.
По желанию вот здесь можно сделать отделочную строчку. Но так как у меня близко расположена кнопочка, то есть я этого делать не буду. Ну, как по мне, это и не обязательно. И вот эти нижние края, которые у нас остались, по сантиметру я просто заутюжила внутрь. Это нам необходимо для того, чтобы далее пришивать наш карманчик. Итак, далее берем основную нашу деталь. Это у нас лицо. Складываем на половинку. Вот так вот пригладили. Мы просто сейчас найдем центр, куда мы будем присоединять наш карманчик. Складываем еще раз на половинку. Так, что мы получаем? Вот наша половина, смотрите. То есть здесь тоже хорошо видно, как мы отмечали половинку. То есть мой карманчик будет... Ну, еще не забываем, что у нас донышко 6 сантиметров, да, то есть вот тут 3 сантиметра отступить в одну, в другую сторону, то есть, ну, вот как-то, вот сразу отступили, вот как-то так. Помечаем, прикалывать пока не прикалываем, мы просто берем вторую часть нашей кнопочки, да, и просто помечаем, где мы будем делать отверстие. Ну, то есть, сейчас я приблизительно намечу. Вот здесь вот серединка. Мы сейчас на основной детали тоже сделаем 2 отверстия, присоединим вторую часть кнопки. Но перед этим возьмите тоже кусочек флизелина, ну, пускай это будет 5 на 5 сантиметров, и приклейте с обратной стороны, с изнаночной стороны вот этой нашей основной детали, чтобы там, где цеплялась кнопочка, тоже было проклеено флизелином. Так, присоединила кнопочку на основную деталь. Вот как это выглядит с изнаночной стороны. Теперь соединяем кнопочку. Вот мой карманчик. Ровно установили. Берем далее иголочки. Иголочками все закрепили ровненько. И можно сшивать наши детали. То есть еще раз перепроверили, все ли у вас ровно. Вот так закрепите еще дальше иголочками. И теперь прокладываем отделочную строчку и заодно присоединяем основную деталь на расстоянии где-то 3-4 миллиметра. То есть вот здесь, внизу и по этой стороне. Вот здесь вот делаем такие закрепочки с одной стороны и с другой стороны, чтобы наш карманчик при использовании не отрывался. Все. Делаем вот эту строчку, не забываем, вот здесь, внизу и с другой стороны. Итак, карманчик я пришила. Смотрите, какой получился карманчик на кнопочке. С одной и с другой стороны мы оставляли по 2 сантиметра. С этой стороны я возьму чуть меньше. Я возьму, это где-то у меня 1,5 сантиметра. Сначала заутюживаем, да, а потом прокладываем отделочную строчку 3-4 миллиметра от края. Итак, проложили отделочную строчку. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем нашу сумочку. Так, карманчик у меня будет вот с этой стороны, где клапан. То есть я иголочками вот так вот прикладываю, то есть к тому месту, куда я буду его пришивать. Так, это у меня где-то вот здесь приблизительно, да?
приложила, приколола иголочками. Так, и вот это наше полотно распределяем красиво внутри сумочки, чтобы посмотреть, сколько остается на загибку с обратной стороны. По логике мы оставляли по 2 сантиметра, то есть если мы здесь взяли 1,5, здесь остается 2,5. Но мы укладываем подкладку так, чтобы она идеально здесь лежала. Мало ли, мы как-то не очень правильно замерили. То есть мы сейчас все уложим и посмотрим, сколько точно необходимо нам на подгибку. Итак, смотрите, укладываем нашу подкладку. Вот, с этой стороны у нас карманчик, так, чтобы хорошо у нас лежало донышко, и только тогда делаем подгибку с другой стороны. Ну вот, приблизительно я уже вижу, как она у меня будет. То есть я смотрю, что даже она у меня получается не 2,5 сантиметра, а чуток больше. То есть, значит, померила с запасом. Ну, лучше больше, чем меньше. Вот таким вот образом замерили, чтобы подкладочка... Вот видите, как она идеально укладывается, да? И вот здесь, с этой стороны, я буду пришивать вот к этим перемычкам. То есть теперь я уже вижу, как она у меня будет выглядеть. Вот сюда приколола, сделала форму. Вот она идеально лежит. Посмотрите, идеально кармашек, идеально выделяется донышко. Все, то есть вот так вот прикололи, загнули, пометили себе, где мы будем делать строчку с другой стороны. И еще края я обметывать не буду. В принципе, у меня такая ткань, что она не очень сыпется, поэтому вы по желанию либо зигзаг, либо на оверлоке. Вот, вынимаете, прокладываете строчку по другой стороне. Так, смотрите, когда мы проложили строчку с другой стороны, мы опять эту подкладку вставляем в сумочку. Видите, как сейчас с двух сторон она идеально, как по мне, сидит. Но теперь другой вопрос. Опять же, я, когда измеряла вот эту вот длину, я, могла что-то померить не очень правильно, и как я люблю иногда это делать с запасом. То есть сейчас мы ее вставили для того, чтобы просто посмотреть. Вот опять же, все уголочки подобрали, прикололи и смотрим, сколько у нас остается здесь на сшивание. То есть, если я оставляла по 1,5 сантиметра, здесь у меня больше остается, гораздо это видно. И то есть я вот это вот закрепляю. Потом, когда вынимаю сумочки, заутюживаю и сшиваю обе детали. Да, то же самое я проделываю и с другой стороны. Вот это вынимаю, прокладываю строчку, когда я соединяю две детали лицо с лицом. И то же самое с этой стороны я замеряю и проложу строчку и с одной стороны, и с другой стороны. Но это будет еще не все. Еще нам надо будет выделить наше донышко. Так, смотрите. Все по краям я все прошила. С одной, с другой стороны лишнее обрезала. Теперь донышко мы мерили, оно у нас 6 сантиметров. Что мы делаем? Вот с одной стороны откладываем 3 сантиметра, с другой 3 сантиметра и ищем вот эту вот точку. То же самое с другой стороны и с другого края. Да, потом вот так вот аккуратненько расправляем, так, чтобы у нас вот эти вот точки сошлись. Вот, смотрите, раз и вторая точка, да, вот так вот. Вот, чтобы они ровненько у нас вот получилась такая ровная полосочка. Берем иголочку, закрепляем. И по вот этой вот линии мы прокладываем
строчку. Прокладываем строчку, лишнее обрезаем. Только смотрите, если вы с одной и с другой стороны заложили, чтобы вот у вас вот этот подгиб шел в одну сторону. То есть с этой стороны вы заложили так, с обратной стороны тоже, чтобы этот подгиб был в одну сторону. Вот так мы сформируем донышко. Сейчас я сделаю строчку, обрежу лишнее, покажу, что получилось. Итак, посмотрите, у меня все готово. Края здесь срезала. То есть вот как получается, донышко формируется. Смотрите как. Очень красиво будет лежать в сумочке. У меня это любимый способ, потому что здесь подкладка шьется только из двух деталей. А если нет кармашка, так вообще из одной детали. Здесь не надо пришивать донышко к стенкам. Я очень люблю. Это очень просто. И теперь дело остается за малым. Просто пришить эту подкладку к сумке. Итак, смотрите, свою подкладку я поместила ровненько в сумку. Зафиксировала вот так вот иголочками. Причем изначально, смотрите, мы фиксируем вот этот вот шов, чтобы он был по серединке нашей боковушки с одной стороны и с другой стороны. И потом уже вот так вот, выворачивая нашу сумку, ровненько иголочками все зафиксировали. И сейчас я покажу, как я пришиваю эту подкладку к сумке. Так, берем иголочку. Так, покажу где-то вот в этом месте. Так, сначала вот иголочкой вот так вот сюда пропускаем, чтобы узелок у нас вот здесь вот где-то застрял. Протягиваем нашу иголочку и тянем ее вот сюда. Смотрите, вот эта перемычка. Мы под перемычкой делаем такой стежок небольшой. Получается он где-то от 3 до 5 миллиметров. Прикладываем нашу подкладку. Видите, вот выходит ниточка. И вот там, где она выходит, в ребро, вот в это вот ребро, да, берете тоненькую иголочку и вот это вот в это вот ребро тоже, делая стежок от 3 до, такой небольшой стежок от 3 до 5 миллиметров, чтобы этот стежок, вот он как раз будет подходить к следующей перемычке. Сделали вот такой стежок. Все подтянули, приподняли следующую перемычку. Вот так вот. И где у нас выходит ниточка, мы снова иголочку нашу пускаем вот в это вот ребро до следующей перемычки. Вот так. Приподнимаем эту перемычку. Вот видно, что у нас ниточка опускается. Под перемычкой мы сделали стежок. Теперь в это ребро. Опять вот такой небольшой стежок до следующей перемычки. Сделали, подтянули. Перемычку немножко приподняли. И здесь делаем следующий стежок. Вот таким образом наша подкладочка вот так вот ровненько ложится под этими стежками. И вот таким образом сшиваем по всему периметру. Я в итоге покажу, что у меня получилось. Покажу готовый результат. Вот и все. Смотрите, свою подкладочку я пришила. По-моему, получилось ровно. Вот такая вот получилась подкладка на кнопке, которая состоит из 2 прямоугольников и шьется, как по-моему, очень легко.
Если вам понравился мой мастер-класс по пошиву такой простой подкладки в сумку с кармашком на кнопочке, ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Подписывайтесь на мой канал, будет много чего интересного. Всем пока-пока!